Бунтовщики разрушили сотни синагог и еврейских учреждений по всей нацистской Германии. В сегодняшнем выпуске вы узнаете о серии атак на евреев в 1938 году по всей нацистской Германии, ночи, названной Хрустальной. Начинаем. Хрустальную ночь часто называют ночью разбитых стекол. Название отсылает к волне жестоких антиеврейских погромов, которые произошли 9 и 10 ноября 1938 года. Эта волна насилия прокатилась по всей нацистской Германии, аннексированной Австрией, и в районах Судетской области, оккупированной нацистскими войсками Чехословакии. Хрустальная ночь обязана своим названием осколкам разбитого стекла, которые выстроились вдоль немецких улиц после погрома. Разбитые стекла из окон синагог, домов и принадлежащих евреям предприятий, разграбленных и разрушенных во время насилия. Вскоре после того, как Адольф Гитлер стал канцлером Германии в январе 1933 года, он начал проводить политику, которая изолировала немецких евреев, подвергала их преследованиям. Среди прочего, нацистская партия Гитлера, которая поддерживала антисемитизм, приказала бойкотировать все еврейские предприятия и уволить всех евреев из государственных должностей. В мае 1933 года сочинения еврейских и других ненемецких авторов были сожжены на общей церемонии в Берлинском оперном театре. В течение 2 лет некоторые немецкие предприятия публично объявили, что они больше не обслуживают евреев. Нюрнбергские законы, принятые в 1935 году, постановили, что только арийцы могут быть полноправными гражданами Германии. Кроме того, арийцам и евреям стало запрещено вступать в брак или вступать во внебрачные отношения. – 7 ноября 1938 года Гершель Гриншпан, польский еврей, явился в германское посольство в Париже и нашел там посла Германии и 5 раз выстрелил в знакомого ему 3-го секретаря посольства Эрнста фон Рата, после чего тот скончался. Смерть фон Рата немецкие власти использовали как повод для организации массовых еврейских погромов в Германии, Австрии и Судетской области. В Германии была немедленно организована мощная кампания пропаганды. 9 ноября высшее руководство Германии отмечало годовщину подавления пивного путча. Однако после сообщения о смерти фон Рата, присутствовавший на торжестве Геббельс заявил следующее: «Национал-социалистическая партия не унизится до организации выступлений против евреев. Но если на врагов Рейха обрушится волна народного негодования, то ни полиция, ни армия не будут вмешиваться». После речи Геббельса присутствовавшие на мероприятии руководители региональных нацистских организаций выработали инструкции для своих отделений на местах. Бунтовщики разрушили сотни синагог и еврейских учреждений по всей нацистской Германии, Австрии и Судетской области. Многие синагоги горели всю ночь на глазах у публики и местных пожарных, которые получили приказ вмешиваться только для того, чтобы предотвратить распространение пламени на близлежащие здания. Нацисты по всей стране разбили витрины примерно 7,5 тысяч принадлежащих евреям коммерческих заведений и разграбили их товары. Еврейские кладбища стали особым объектом осквернения в особых регионах. Погром оказался особенно разрушительным в Берлине и Вене, где проживали 2 крупнейшие еврейские общины в Германском рейхе. Толпы нацистов бродили по улицам, нападали на евреев в их домах и заставляли евреев, с которыми они сталкивались, совершать акты публичного унижения. Хрустальная ночь унесла много еврейских жизней в период с 9 по 10 ноября. По меньшей мере 91 еврей был убит в результате нападений. Нацисты арестовали до 30 тысяч еврейских мужчин и направили их в Дахау, Бухенвальд, Заксенхаузен и другие концентрационные лагеря. Примечательно, что Хрустальная ночь ознаменует собой первый случай, когда нацистский режим массово заключал евреев в тюрьму, в концлагеря просто на основании их этнической принадлежности. Сотни людей погибли в лагерях в результате жестокого обращения, которому они подвергались. Большинство из них были освобождены в течение следующих 3 месяцев при условии, что они начнут процесс эмиграции из нацистской Германии. Действительно, последствия Хрустальной ночи послужат стимулом для эмиграции евреев из Германии в ближайшие месяцы.
Газеты Советского Союза публиковали сообщения о протестах против «Хрустальной ночи» во всем мире, в том числе о собрании, состоявшемся 15 ноября в Большом зале Московской консерватории и принявшем резолюцию с осуждением антисемитских эксцессов. Общий ущерб составил 25 миллионов рейхсмарок. Затраты на восстановление ущерба и разбор остатков разрушенных синагог были возложены нацистскими властями на еврейские общины. Несмотря на осуждение президентом США Рузвельтом нацистского насилия, Соединенные Штаты отказались ослабить иммиграционные ограничения, которые тогда действовали, которые мешали массам евреев искать безопасность в Америке. Во время Второй мировой войны Гитлер и нацисты осуществили свое так называемое окончательное решение и осуществили систематическое убийство около 6 миллионов евреев в ходе того, что стало известным как Холокост. Нацистская политика во всех сферах была идиотской, зверской и нечеловечной. Преследование и уничтожение миллионов евреев – Холокост, которому никогда не будет оправдания.